Буквально несколько минут назад стали известны чрезвычайные новости из мира шоу-бизнеса и культуры. Команда Никиты Михалкова поздравляет всех россиян с наступающим Новым годом и передает последние чрезвычайные новости, которые произошли в последний день уходящего года. К сожалению, в последний день уходящего года большие неприятности произошли у пресс-секретаря Дмитрия Сергеевича Пескова и генерального директора Первого канала телевидения Константина Эрнста. Служба МЧС Российской Федерации сообщает о крупных пожарах, которые практически уничтожили личный бизнес Дмитрия Пескова и Константина Эрнста на территории Российской Федерации. Помимо этого, пожары произошли в дальнем и ближнем зарубежье, где находится имущество и недвижимость известных публичных людей. По причине того, что пожары произошли практически в одно и то же время, полиция предполагает, что это была спланированная акция, умышленный поджог. Преступники, которые совершили нападение, по горячим следам задержаны не были. Однако стало известно, что Дмитрий Песков и Константин Эрнст в результате трагических действий получили колоссальный материальный ущерб. Только по предварительным данным Дмитрий Сергеевич и Константин Львович в результате пожара понесли финансовый ущерб в размере 150 миллионов долларов. Примечателен тот факт, что Дмитрий Песков и Константин Эрнст имели совместный семейный бизнес, поэтому пострадали взаимные финансовые интересы данных субъектов. В частности, в результате пожара у Дмитрия Пескова и Константина Эрнста пострадали следующие объекты недвижимости и имущества. Практически полностью в результате пожара были уничтожены 6 конных заводов Константина Эрнста и Дмитрия Пескова, которые располагались около крупных городов Российской Федерации. В частности, несчастья произошли в районе городов Оренбурга, Челябинска, Уфы, Калининграда, Омска, Иркутска и Новосибирска. К счастью, были уничтожены строения, а лошади не пострадали. На данный момент службы МЧС и волонтеры отводят лошадей в безопасное место. Помимо этого, серьезно пострадали более 150 фермерских хозяйств Дмитрия Пескова и Константина Эрнста на территории России. Фермерский бизнес приносил Дмитрию Пескову и Константину Эрнсту годовой доход более 200 миллионов рублей. Как и в случае с лошадями, рогатый скот серьезно не пострадал. Были уничтожены в основном строения. На данный момент ведутся спасательные работы и тушение огня. Песков и Константин Эрнст пока не озвучивали точную сумму полученного ущерба. Практически на 90% пострадали автомобильные заводы товарища Пескова и Константина Эрнста, которые располагались на территории России и в ближнем зарубежье. По данным экспертной комиссии, 16 автомобильных заводов Дмитрия Пескова и Константина Эрнста восстановлению не подлежат. К слову сказать, что крупный автомобильный бизнес известных публичных личностей приносил им годовой доход в размере 500 миллионов рублей. Примечательно, что заводы Дмитрия Пескова и Константина Эрнста специализировались в основном на производстве автомобилей иностранных моделей по лицензии. Помимо этого, крупные пожары в имуществе Дмитрия Пескова и Константина Эрнста произошли в Москве, в Санкт-Петербурге, в Владивостоке и дальнем зарубежье. Серьезно пострадало имущество и недвижимость в таких странах, как Италия, Болгария, Германия, Испания и Греция. По предварительным данным, в результате пожара было уничтожено более 16 особняков и 24 вилл. По данным службы МЧС России, это крупнейший пожар, который произошел в 2024 году и связан с известными публичными личностями. Ну а несколько часов назад стала известна очень приятная новость о сотрудниках комитета Никиты Михалкова. Члены антикоррупционного комитета сегодня утром приехали в Москву в больницу номер 24, где на данный момент известный актер Сергей Бодров-младший
которого нашли еще летом этого года в результате спасательной операции, организованной Никитой Михалковым, проходит лечение и специальные медицинские процедуры. Сергея Бодрова-младшего поздравили с 53-м днем рождения. Отметим, что на данный момент Сергей Сергеевич Бодров восстанавливается, и врачи практически полностью смогли вернуть ему память. Глава комитета Никита Михалков возлагает большие надежды на врачей и уверен, что Сергей Бодров-младший в скором времени сможет вернуться к съемкам новых фильмов. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления сотрудникам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.